Доктор, при повышении давления я ощущаю стук в ушах. Кто-то ощущает стук в голове, либо в висках. Почему так происходит? Давайте разбираться. На самом деле есть определенные причины. Меня зовут Стойко Ольга Александровна, я врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, автор курса по нормализации артериального давления и оздоровлению. Я эксперт в гипертонической болезни, поэтому очень часто снимаю ролики на данную тему. Итак, почему же у человека при скачках давления, либо при внезапно повышенном давлении возникает стук в ушах, в висках, в голове? Вот такая неприятная симптоматика. Да, конечно, часть людей никак не ощущают скачки давления, либо его повышение, но значительная часть ощущают, например, стук в ушах, особенно при чрезмерном повышении давления. Я выделила несколько причин, которые можно отнести и к психологическим, и к каким-то даже аномалиям развития, но благоприятным аномалиям развития. Ну, во-первых, само давление. При повышении артериального давления происходит спазм сосудов, то есть сосуды в норме расширены, все отлично, все хорошо. Здесь происходит спазм, сужение. И те сосудики, которые проходят возле уха, возле ушной раковины, спазмированы, и вы начинаете ощущать стук в ушах. Особенно если давление резко повышается. То есть сам спазм может привести к такому неприятному ощущению. Далее, атеросклероз. Если у человека есть в артериях уже атеросклеротическое изменение, то есть наложение бляшечек, а мы помним, что атеросклероз – это системное заболевание, он проявляется не только в артериях шеи и ног и сердца, но и везде. И может быть в том числе и в сосудах полового члена, что сопровождается половой дисфункцией, снижением эрекции у мужчин, в артериях головного мозга, что проявляется снижением когнитивных функций, ментальных функций, снижением памяти. Ну и вообще человек так начинает подтормаживать и забывать что-то. И атеросклероз, конечно же, наши артерии нас пронизывают полностью, и атеросклероз вот тех именно артерий, которые тоже проходят возле уха, слухового аппарата нашего. И, соответственно, атеросклероз вот в той зоне приводит к появлению стука при скачках давления, при повышении давления. Опять же, когда давление в норме, мы не ощущаем. Если имеется атеросклероз, то есть сосуд уже забит наполовину, например, а еще и сосуд спазмирован при повышении давления, соответственно, ощущаете стук. Сосудистые аномалии, третий вариант, третья причина появления стука в ушах, такие аномалии, как артериовенозные мальформации, это варикозное расширение сосудов головы и шеи, тоже приводит к стуку в ушах. С этим ничего не сделать, это никак хирургически не лечится, вот оно есть и все. Ну и четвертая причина – это психологические факторы. То есть у человека с вегетососудистой дистонией, с повышенным тревожным фоном, при скачках давления может у человека ощущать стук в ушах, то есть сосуды в норме могут быть, я имею в виду, не будет атеросклероза, не будет венозного расширения, но человек, ну, здесь вот чисто психологический фактор, будет ощущать стук в ушах. И при снижении уровня тревожности, при нормализации психоэмоционального фона этот стук проходит. То же самое, что когда у человека повышен уровень тревожности, либо он в депрессивном состоянии, некоторые говорят о том, что они ощущают какой-то шум в ушах постоянный. Так вот, иногда шум в ушах может быть действительно органического характера, иногда функционального характера, иногда психологического характера, тогда, когда нет проблем ни с органикой, ни функционально, но психологически в
полной тишине, когда человек лежит, он начинает к себе прислушиваться и слышит шум в ушах, и он не может от этого шума уснуть. Здесь чаще всего помогут антидепрессанты, но здесь я уже ушла немножко в другую тему. Я люблю так начать с одного, закончить третьим, плавно перетекаем. Совсем скоро, я надеюсь, мы запишем с Владиславом Неустроевым видеоролик для вас, специально для вас на тему шума в ушах, именно не стука в ушах, а именно шума в ушах. Он мне рассказывал, что есть очень много причин и такое интересное лечение, в зависимости от причин разное лечение. И есть пациенты, которые избавляются на фоне лечения от этого шума в ушах. Именно его пациенты приходили ко мне на прием, пожилые мужчины, и говорили, они приходили ко мне на прием как к кардиологу, там с целью коррекции давления. Кстати, по давлению у меня есть курс по нормализации артериального давления, оздоровлению, подробнее по ссылке в шапке профиля, либо в описании к этому каналу. Пожалуйста, присоединяйтесь, кто хочет побороть свое давление без таблеток особенно. Попробовать снизить это давление помогу. Так вот, когда его пациенты приходили ко мне с целью определенной там по давлению, по атеросклерозу, по ИБС, и вот говорили мне, что был шум в ушах, но вот Владислав мне помог, назначил препарат, и шум прошел. Так я потом позвонила этому нефрологу Владиславу, говорю: Владислав Алексеевич, давайте запишем с вами эфир, что же это за такой препарат, который помогает от шума в ушах. Но он сказал, что на самом деле это не волшебная таблетка, и этот препарат, препараты могут быть разные, для каждого пациента свое лечение в зависимости от причины шума либо стука в ушах. Поэтому я надеюсь, что совсем скоро он поправится. Невролог заболел, поэтому наш эфир с ним перенесся. Совсем скоро, я надеюсь, он поправится, и мы с ним запишем этот долгожданный, интересный ролик для вас, мои дорогие зрители. Ну а я напоминаю о том, что вы обязательно выставили лайки, обязательно подписывались на мой канал, делились этим видео со своими друзьями, близкими, родными. Пусть как можно больше людей знает о доказательной кардиологии, знает о причинах возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, о диагностике и о способах лечения. Боремся за, не люблю это слово, мракобесие, я за доказательную медицину, я за, конечно же, интегративную медицину в плане немедикаментозного лечения. Это сюда относится кардиологическое питание, определенные физические нагрузки, работа со стрессом и тревогой, повышение стрессоустойчивости человека, работа с мышлением. Я за это тоже. Это как раз вот тоже относится к доказательной кардиологии, но к сфере немедикаментозного лечения. То, о чем в интернете очень мало информации. Я всю эту информацию, свой многолетний опыт собрала, проштудировала очень много литературы и выдала это все на курсе по нормализации давления, оздоровлению. Скажите мне, пожалуйста, напишите в комментариях, как меня слышно. Я сейчас видеоролик снимаю без микрофона. Слышно ли меня? Или лучше все-таки с микрофоном? Будьте здоровы, берегите себя. Пока-пока.